Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Сегодня наступает время рассматривать очередные находки месяца. Я стараюсь выпускать видео каждое воскресенье, но все равно иногда пропускаю. Поэтому у меня возникает такое чувство, что этих распаковок у меня на канале очень много, и месяц заканчивается быстро. Но зато пока я снимала эту распаковку, мне пришла в голову идея для нового ролика. Вы дальше это увидите. И давайте не будем уже много разговаривать, а будем смотреть. На этот раз украшений мало, и будут там не только украшения. Начну с вот такой броши. Я уже несколько походов на барахолку на нее смотрела. Ну, как-то, знаете, когда продавцы говорят постоянно разные цены, то раньше цена меня не впечатляла, но в этот раз вот я ее купила. Здесь, как вы видите, очень много патины, вот, с изнаночной стороны. И даже есть вот эта вот черная патина, о которой я постоянно говорю. После чистки я не думаю, что она будет выглядеть идеально. Ну, у винтажных украшений этого и не требуется. Наоборот, мы должны видеть те последствия времени, которые остаются на украшениях. Это как бы доказывает их винтажность. Следующая брошь будет очень интересная. Посмотрите, какая она объемная. Она вообще как коробочка. И выпуклая даже с двух сторон. То есть изнаночная сторона у нее тоже вот такая выпуклая. Это такую изнанку имеют австрийские броши. Я уже не раз вам их показывала. Здесь же есть этому подтверждение. Здесь есть маркировка Made Austr. То есть на этом лейбле даже не поместилось полностью название. Не знаю, видно вам или нет. Игла здесь, видите, тоже такая слегка погнутая. Все это я исправлю. И она с трудом даже застегивается. Здесь очень-очень меленькая работа. Все детали проработанные, мелкие. На этой броши, к сожалению, не хватает вот здесь вот одной вставки синенького камешка. Ну, я думаю, что ничего страшного. Ну и вот такое вот дно, второе, изнаночная сторона, это однозначно свойственно австрийским брошам. Я показывала вам уже их. Не знаю, какие это года, затрудняюсь сказать, потому что я все-таки как-то не особо часто мне попадаются австрийские броши. И даже не знаю, я бы сказала, что это, наверное, 30-е годы. Но вполне возможно, что и 50-е. Ну, там разница, конечно, небольшая. Еще одна австрийская брошь. Она тоже двухъярусная, но здесь не так это заметно, потому что нижний ярус, он просто закрывает некрасивую изнанку. Но если присмотреться, то здесь видно, что брошь двухъярусная. Она небольшого размера с зелеными стеклянными вставками. И посмотрите здесь, какие интересные детали. Они тоже объемные и такие вот очень фигурные. В отличие от этой броши, здесь уже нет никаких маркировок, но она однозначно австрийская. Далеко не на всех брошах австрийских есть маркировки. Впрочем, как и на чешских. На чешских, можно сказать, маркировок вообще нет, а на них были
ставилась маркировка в основном на те изделия, которые шли на экспорт. Возьму в руки четвертую брошь, о которой я много говорю, но никак не покажу. А вот тут видно невооруженным глазом, что у них одинаковая металлическая часть, ну почти одинаковая. Видите, вот они выполнены вроде в форме веера. Здесь несколько цепочек, а здесь две, и на них прикреплена вот эта розовая капелька. К сожалению, от одной эта розовая капля отпаялась, и я прям боюсь их чистить, чтобы не повредить. То есть вот эти две броши точно одинакового происхождения, они абсолютно идентичны. Ну вот и какая-то схожесть у них наблюдается вот с этой брошью. Тоже здесь вот объемные, видите, вот здесь вот объемные такие части, как и у зеленой, вот такие вот арочки. В общем, я затрудняюсь их идентифицировать. Они все очень-очень сильно похожи. Возможно, они все австрийские. Я не знаю. Я еще не искала по ним никакой информации. Если вы знаток австрийской и мадьярской бижутерии винтажной, напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, а я тоже, в свою очередь, буду, конечно, искать теперь информацию, раз уж эти броши попали ко мне в руки. Вот такие вот они красивые. Они, конечно, очень сильно покрыты патиной, и я не планирую эту патину удалять. Я, в общем-то, только почищу их от грязи. Следующие несколько украшений чешские, и они будут, скажем так, современными. Конкретно вот эта брошь, вы знаете, у меня часто бывает на египетскую тематику находки. Это были популярные мотивы в чешской бижутерии. Ну вот почему-то эта брошь мне кажется не такой старой. Во-первых, здесь это не патина, а краска черная. То есть краска, имитирующая патину. Посмотрите с обратной стороны, какое оно все блестящее. В общем-то, я затрудняюсь сказать, каких годов эта брошь, потому что мне кажется, что вот эта часть современная, а вот эта винтажная. Дело в том, что в Чехии существуют и сейчас мастерские по сборке украшений из старых комплектующих. Ну, об этом я частично упоминала уже в своих рассказах. Ну и отдельно еще расскажу, думаю. Вот еще как пример работы современных мастерских в Чехии. Вот такая брошь в стиле арт-нуво, которая, возможно, выполнена по эскизам Альфонса Мухи. Здесь эмаль. И эта брошь мне тоже кажется как бы созданной из каких-то частей, не подходящих друг к другу. То есть, например, вот эта вот бусинка внизу висящая, она как будто сюда не подходит. Ну и в пользу того, что это современное изделие, говорит то, что я вот никогда не видела такого сплава, такого цвета металла. Ну и, конечно, проработка этого украшения не очень такая вот подробная.
Ну, как предмет для любителей эпохи Арт-Нуво, почему бы и нет. Эта брошь смотрится неплохо. Дальше еще одна интересная брошка. Это вот такой бегемотик, покрытый эмалью. Если вы были в Музее искусств в Вене, вы там наверняка в египетских залах видели голубого бегемотика, который был создан около 2000 лет до нашей эры. И это вот такая вот как музейная копия. Мне он понравился именно тем, что он похож на реплику музейных экспонатов. Конечно, здесь качество эмали не очень хорошее, скажем так, но брошь красивая, я такой нигде не видела, именно поэтому я купила. Мне просто понравился этот бегемотик как напоминание о Музее искусств Венском. А вот следующая брошь уже довольно-таки старая. Это конец 19-го, начало 20 века. Вот такие вот они старенькие. И мимо таких вот маленьких малышек я вообще не могу проходить. И тот, кто видит, что это изделие действительно такое старинное, антикварное, я думаю, со мной согласится. Тем более еще и красное стекло. Знаете, я люблю красный цвет. Ну и последнее украшение на сегодня – это вот такой паучок. В общем-то, этим паучком я хочу сегодня закончить вот такой вот показ винтаж плюс современность, можно сказать. То есть, если здесь я предполагаю, что вот эта часть современная, это изделие полностью современное, как и бегемотик, то вот эта брошь, это так, американцы их называют франкенштейнами. Я уже упоминала тоже такую формулировку. Это когда сейчас в мастерских создают украшения из комплектующих. И вот на изнаночной стороне это хорошо видно. Вы видите здесь следы пайки, то есть это разные части. Сейчас появятся в этих мастерских, и сейчас создаются эти украшения из старых запасов. Я купила эту брошь, потому что это урановое стекло. То есть в этих мастерских откопали какие-то запасы уранового стекла, вот этих вставочек. Вот эти вот маленькие желтенькие камешки по краям и центральный желтый камень – это вот урановое стекло. Ну и форма паучка, она очень привлекательна. Брошки-паучки люди очень любят. Так что я поэтому, в общем-то, и купила этого Франкенштейна. Вот, еще и с урановым стеклом, даже несмотря на то, что это вот такая вот современная сборка, можно сказать. И сборка не очень хорошая. Но этим грешат, в принципе, все вот такие вот подобные производители. И еще покажу вам одного Франкенштейна. У меня уже было как-то видео такое, когда я показывала рождественские елочки из кристаллов. И вот такую елочку я еще одну нашла. Это тоже изделия, которые производят сейчас. Я уже рассказывала в своем видео
о рождественских вот этих вот елочках, о рождественском декоре. Кто не видел, посмотрите там мои рассуждения о них. Эти изделия собираются сейчас из старых кристаллов. Вот вы видите, насколько кристаллы уже старые, что они внутри уже подверглись вот каким-то изменениям. В частности, вот этот желтый кристалл внизу. Не знаю, видно ли это на камере. И я очень много читаю информации о таких вот изделиях, которые создают сейчас из старых комплектующих. Я сделаю, наверное, отдельное видео, где расскажу свое мнение об этом всем. Вообще, как это все выглядит с моей точки зрения, что люди думают по этому поводу. Ну и я подготовлю такое видео в ближайшее время. Думаю, что вам будет интересно такое тоже послушать. И там мы, наверное, уже пообсуждаем подробнее вот такие истории. Ну и в конце, чтобы не оставлять все на такой печальной ноте, покажу еще вам несколько таблетниц, которые я нашла. Здесь, как вы видите, вышивка крестиком, которая называется Petit Point. Она, естественно, уже такая вот затертая. Не знаю, может быть, попробовать ее как-то постирать. Еще одна таблетница квадратной формы. Уже это сверху фарфоровая вставка с деколью. Скромная, но очень симпатичная. Дальше таблетница, которые тоже часто мне попадаются. Ну, не редко встречаются на барахолках, но вот именно это мне понравилось тем, что она кругленькая и маленькая. Это фарфоровая вставка с такой вот тематикой, как вы видите. Я уже показывала как-то одну таблетницу из своей коллекции. Иногда в них бывают пластиковые вставки, но не всегда. Зачастую их нет. Еще одна малюсенькая таблетница. Вот здесь, видите, здесь уже вот есть вот эта пластиковая вставка, которую можно, наверное, вытащить и помыть. На крышечке какая-то кожа крокодила, видимо. И, скорее всего, она натуральная, потому что она вот имеет такие вот шероховатости. И если вы когда-то держали в руках, например, изделие из кожи змеи, у нее более мелкие чешуйки, и она прямо вот так вот, когда пальцем проводишь, они прямо как будто отгибаются, эти чешуйки. Знаете, вот когда вы проводите вот рукой, то эти чешуйки чувствуются. Вот и здесь такое же чувство, что на вот этой вот крокодил, а может быть это и не крокодилья кожа, а именно тоже змеиная, да, то есть чешуйки, чем крупнее, тем, значит, выше на спинке змеи или питона они находились, более мелкие на животе. Ну вот, я думаю, что я подробно описала уже. Еще одна крошечная таблетничка, кругленькая, это уже мозаика стеклянная. Видите, вот они, эти таблетницы одинаковые, то есть форма у них одинаковая, а уже вставка на крышке разная. Здесь порцеляновая, а здесь стеклянная. Это как итальянская мозаика, только
она выполнена вот просто в виде вот таких вот цветочков. Если вы можете разглядеть вот здесь вот голубой, белый, оранжевый и красный цветочки. А так мозаика состоит из абсолютно одинаковых стеклянных таких вот вставочек. Просто за счет того, что они разного цвета, образуется разный рисунок. И последняя коробочка на сегодня. Это уже не таблетница, а полноценная шкатулочка, но только маленькая. Вот такой она шестиугольной формы. Это эмаль клоазоне. И такие шкатулочки мне тоже часто встречаются. Всегда они очень красивые. Очень красивая, качественная эмаль здесь. И, конечно, яркая и интересный флористический рисунок всегда. Эмаль клоазоне мне очень нравится. И я в украшениях не очень люблю эмаль. То есть, ну, у каждого свои предпочтения. А вот шкатулочки или какой-то домашний декор, это мне очень нравится. Вот. Ну, в общем-то, на этом я сегодняшний показ закончу. Напишите, что вы думаете по поводу вот этих вот современных брошей. Купили бы вы их на барахолке или нет. А если кто-то знает что-то, может поделиться информацией интересной об австрийских брошах или мадьярских, тоже напишите. Ну, а историю про вот эти вот современные, даже не знаю, как сказать, современные-винтажные украшения Франкенштейна, что вы думаете по этому поводу, тоже пишите. Но об этом я сниму отдельное видео, и своим мнением я поделюсь в нем, что я думаю по этому поводу. Это очень интересная тема для исследования. Ну и у каждого, конечно, к ней будет свое отношение. А на сегодня это все. Всем пока. До встречи в следующем видео.